Друзья, мы в прямом эфире, и пока техническая поддержка делает все возможные штуки. У вас есть прекрасная возможность стать специалистом в области партнерских продаж, специалистом по привлечению клиентов. Вот Игорь говорит, видите, в микрофон, я надеюсь, вы слышали, да? Что здесь прекрасная возможность вот за это время всем, кто сейчас нас видит и слышит, вы можете как раз успеть поделиться нашим эфиром, потому что наш эфир идет во всех соцсетях. В Одноклассниках, в Фейсбуке, ВКонтакте, на канале YouTube, то есть мы заходим еще с нашего сайта на канал YouTube, в Перископе, ну и, насколько я правильно понимаю, в Инстаграме, по-моему, тоже. Это идет вся трансляция. Поэтому где людям удобнее смотреть нас и слушать, и задавать вопросы, потому что уважаемые дамы любого возраста, девочки, женщины и молодые женщины, которым сейчас нельзя выходить на улицу, то есть самых молодых 60 плюс и самых активных вдруг почему-то посадили. Ну ладно, сидим иногда, выходим. Пока налаживаются вот эти вот все технические проблемы, для того, чтобы запустить трансляцию абсолютно на все сети, мы с вами сейчас поговорим. Итак, дорогие друзья, напишите, пожалуйста, откуда, кто сейчас присутствует, из каких городов, из каких стран. Потому что каждый раз, вот это вот одна из самых больших таких радостей, что нас много, и наконец мы можем встретиться, если не вживую, то хотя бы дистанционно. Это, конечно, и Москва, Питер. Сейчас в соцсетях, если будут появляться, говорите мне, кто еще видит, да? Я что-то вижу, что-то нет. Это Украина, всегда привет, Украина. Тамбов, спасибо большое, он всегда активен. Орел, Липецк, что там, Самарина Лариса из Тюмени, Екатеринбург, Первоуральск. Так, Казахстан, Ростов, конечно, у нас сегодня из Ростова будет спикер, и подключились Ростов. Дагестан, привет, дорогие мои, вы одни из самых активных наших слушателей. Так, кто там еще? Белгород, Шебекино, ну, Воронеж, конечно, Санкт-Петербург, Краснодар, вижу, из Краснодара. Угу. Ребят, всем привет, огромное спасибо вам за поддержку. И вы знаете что, чем чаще, наверное, мы будем встречаться, приглашайте нас, мы тоже к вам придем с удовольствием, тем интереснее и легче будет наше общение, наше сидение в изоляции и вообще вот это время, которое нужно пережить. У нас сегодня разговор пойдет о том, как осенью выглядеть так же хорошо, как и вообще в любое время года. Вот Латвия еще, Тамара Нечаева, привет. Латвия, Литва, Надежда Сервута всегда смотрит обычно нас. Курск, девочки, привет, дорогие. Так вот. Я написала в анонсе, что я и в прошлый раз говорила, когда женщина говорит, что она хочет выглядеть плохо, вообще бывают такие женщины, я хочу плохо выглядеть, не бывает. А значит, когда человек говорит, что мне все равно, как я выгляжу, ну это лукавство абсолютное. Поэтому мы должны в любое время года, есть какие-то нюансы, но в принципе уходовые такие вот вещи, они в общем и целом одинаковые. Так вот, в любое время года, в любое время суток женщина хочет выглядеть хорошо. И было бы странно, если бы это было наоборот. Но каждый раз, когда мы думаем, а вот что сейчас, какой крем взять, какой увлажняющий, питательный, а как умываться, а как выходить на улицу. Ну, все очень хорошо выучили, что зимой нельзя увлажняющие кремы. Слава тебе, Господи, это выучили абсолютно все. Все уже выучили, что на ночь
это вот просто вот один из самых важных пунктов. На ночь всегда надо смывать косметику. Вот просто табу нельзя ложиться спать, если на лице осталось хоть вообще там будет капля какой-то косметики. Это знают все. Но есть еще много нюансов, о которых мы в общем принципе знаем, но очень часто забываем и просто машем рукой. И это нюансы умывания, это нюансы питания или увлажнения кожи. И что именно осенью важно понимать про свою кожу и что именно осенью нужно делать для того, чтобы подготовить свою кожу к зимнему времени, к морозам, если они будут, да, для того, чтобы в любое время года выглядеть прекрасно. И поэтому мы пригласили двух экспертов, которые занимаются очень плотно именно еще уходовой косметикой для лица. Это эксперты компании Vivasan Наталья Овешникова из города Ростова и Лидия Шунина, менеджер компании Vivasan из Воронежа. Вот, ну, во-первых, посмотрите, они сами выглядят очень и очень неплохо. Мы не будем говорить, они еще молодые женщины, о возрасте ни слова. Но кроме этого, они очень хорошо знают, какой именно крем, и какое именно действие, и какую манипуляцию нужно нам сделать, и в каком возрасте, и в какое время дня нужно сделать для того, чтобы выглядеть всегда хорошо. Даже, я так думаю, даже если один раз или 2 раза в день всего, после умывания утром и после умывания вечером, чего-нибудь сделать, это мое мнение, то уже будет хорошо. Но на самом деле, по-моему, я не права. Итак, прошу вас, девочки, начинайте, кто из вас начинает, Лидия Митрофановна, осенняя песня по уходу за красотой. Добрый вечер. Спасибо, Ольга Васильевна. Добрый вечер. Дорогие друзья, коллеги, особенно я приветствую тех, которые сейчас первый раз смотрят наш эфир. Мы продолжаем серию эфиров «Красота по-швейцарски». И сегодня мы остановимся на теме осенние заботы о коже, осенний уход. И, конечно, я бы хотела, сейчас вам вот демонстрацию экрана включаю. Сейчас я включаю ее. Вот. И мы с вами... Так, демонстрация включена. Угу. И я бы хотела, конечно, для всех нас вспомнить Пушкина. Мы все его любим. Это просто, ну, наверное, каждый из вас согласится с тем, что Пушкин – это великий поэт. Унылая пора, очей очарование. Приятно мне твоя прощальная краса. Люблю я пышную природу, увядания, в багрец и в золото одетые леса, в их синих ветра шум и свежее дыхание, и мглой волнистую покрыты небеса, и редкий солнце луч, и первые морозы, и отдаленные седой зимние угрозы. Самое главное то, что вот это уныние, у нас оно сейчас присутствует, наверное, у каждого. Почему? Потому что после жаркого лета, солнца, прекрасной погоды, кто-то был на море, кто-то отдыхал в горах, кто-то еще где-то был. И мы каждый еще своими чувствами находимся именно в этой зоне. Но мы забыли о том, что наша кожа, которая трепетна, очень мы должны относиться, и мы забываем о том, что нужно это делать. И вот этот перепад температур, этот ветер, этот жара и холод, особенно было жаркая осень в сентябре, и вдруг сейчас холодно, идут дожди, и все это отражается на нашем лице. А перестроиться кожа так быстро не может. Поэтому мы должны ей обязательно помочь. И в этом мы об этом сейчас будем говорить. Поэтому я бы хотела у вас спросить. Скажите, пожалуйста, и крестики поставьте, или напишите, было ли такое, что у вас покраснело лицо,
Это первый вопрос. Напишите, пожалуйста, поставьте крестики. Или вы ощущаете очень стянуто лицо? Напишите, пожалуйста. Вы чувствуете шелушение в некоторых частях своего лица? Пропишите. Краснеет лицо, когда вы выходите на улицу. Оно раз и краснеет ни с того, ни с сего. Сухость очень четкая на лице. Напишите, если у вас есть такие проблемы. Мы будем очень рады ответить, и сейчас мы разберем подробно, почему это происходит. Как я уже сказала, вот эти вот вопросы, которые мы сейчас обсуждаем, все вот этот перепад температур, дождь, холод, вот это все очень сильно влияет на состояние кожи. Перестройка идет медленно. Поэтому сегодня мы с вами именно рассмотрим вот эти симптомы сухости участков кожи, покраснения, шелушения, шероховатости, болезненные трещинки, чрезмерная сухость и жирность. Бывает, очень даже жирное лицо становится. Почему, непонятно. И, конечно, в это время мы должны все задуматься, а почему? А потому, как я уже сказала, быстро на таком контрасте мы должны помогать своему организму и своей коже. Для этого существуют определенные правила, которые мы должны строго соблюдать. А какие это правила? Как вы думаете? Я думаю, что вы, наверное, все знаете. Первое, что мы начинаем, это чищение кожи. А уже Ольга Васильевна нам сказала, что мы должны обязательно очищать кожу и утром, и вечером. Это необходимое стопроцентное условие, которое мы должны выполнять для того, чтобы кремы, лосьоны могли свободно проникать в кожу и оказывать свое воздействие. Какие же средства Вивасан существуют на сегодняшний день? Это вы сами, как видите, у нас есть пенка Вивадерм, дальше гель дермопурификант, и у нас есть, конечно, гель Фаунтейн или молодость навсегда. Но они все разные, но все чисто швейцарские. Именно надо соблюдать, как я всегда говорю, у нас красота по-швейцарски, и потребление продукта должно быть по-швейцарски. Почему? Потому что четкость должна быть во всем. Пенка Вивадерм – это из серии ламеллярной серии. Пенка Вивадерм уникальна. Почему? Она мягкая, она легко очищает кожу, она содержит экстракт магонии. Экстракт магонии, пантенол и тем самым, алантайн еще содержит, сразу идет очистка, очень хорошая дезинфекция кожи, а также улучшается вот этот водяной баланс, который необходим. Почему? Потому что кожа сухая, а здесь у нас идет сохранность и влагозащита. Поэтому я хочу сказать, вот Вивадерм на сегодня, она гипоаллергенна. К тому же эту пенку можно использовать для детей грудничкового периода. Особенно она хороша также для таких больных, тоже и для умывания, и для того, чтобы промыть рану лежачим больным, и у тех людей, у которых такие трофические язвы. То есть эта пенка замечательная для всех, и в первую очередь для лица, если ее использовать как очень мягкое гипоаллергенное средство. Следующее средство – это гель-дермопурификант. Гель-дермопурификант очень интересен тем, что сюда входит гидролизат пшеничного белка. Кроме того, эфирные масла, такие как розмарин, тимьян, мята перечная, шалфей, лаванда, экстракт ламинарии. Вот благодаря такому составу вот этот гель особенно работает при очистке
кожи, у кого угревая сыпь, прыщики, юношеская кожа, у кого есть проблемы, уже появились комедоны. И вот когда человек умывается вот этим гелем, то эти комедоны очень легко потом очищаются, облегчаются их удалением. То есть этот состав очень хорош для жирной и проблемной кожи. Следующее средство – это именно гель Фаунтей или источник молодости. Вот этот гель Фаунтей, источник молодости, он очищает и тонизирует. То есть два в одном называют. Он и очищает кожу, и в то же время тонизирует. Вот эта формула, сюда очень входит экстракт льна, который выращивают в швейцарских Альпах. Здесь пантенол входит, также который заживляющим действием и регенерирующим действием обладает. Кроме того, сюда входит витамин Е, и еще этот гель имеет очень хорошую УФО-защиту. Что я хочу сказать? Все гели, все кремы, все тоники, которые мы сегодня будем рассматривать, не содержат парабенов, все имеют УФО-защиту, начиная с 15. И сегодня, Наташа, дополните что-то, Наталья? Да, конечно. Да, конечно. Спасибо большое, Лидия. Я вот о чем хочу еще сказать. Встречаются люди, у которых очень чувствительная, гиперчувствительная кожа, которые склонны к различным аллергическим реакциям. Конечно, мы рекомендуем для очищения пенку Виводерм, естественно, но меня видно вообще? Видно. Да, Наталья, все видно нормально. Отлично. Но помимо этого, скажем, в практике я столкнулась с таким, что человек хочет использовать какое-то более мягкое, щадящее средство. И, как оказалось, таким очищающим средством является наша эмульсия календула с маслом авокадо. То есть можно на ватный диск нанести небольшое количество этой эмульсии и протереть лицо, снять верхний слой загрязнения. Еще такой момент. Мы знаем, что сейчас многие компании, зарубежные в частности, рекомендуют целую систему очищения. Раньше нам было это непонятно. Да вообще люди умывались мылом и все. А сейчас оказывается, что помимо пенки или геля нужно использовать еще дополнительные средства, такие как тоники, да, которые будут дополнительно давать дополнительную фазу очищения. У нас в компании Vivasan есть два вида тоников. Это тоник чайное дерево с маслом чайного дерева и с другими экстрактами. Он предназначен для проблемной кожи. При этом он не сушит кожу. Вообще ни одно наше средство не сушит кожу. И есть второе средство, это серия Secret of Serenity, антивозрастная серия с пептидом уже Matrixil 3000. И сюда входит великолепный тоник-лосьон, который также содержит этот пептид. Что делают дополнительно эти средства? Эти средства глубже открывают поры, идет более глубокое очищение, тем самым улучшается восприятие следующих компонентов крема. Но я хочу сказать вот еще такую вещь, что наши очищающие гели, в частности вот из голубой серии, да, из серии пурификантов, они настолько имеют сбалансированный состав, что они являются и великолепными увлажняющими в то же время средствами. Я уже сказала, они не сушат. Плюс они увлажняют. И, кроме того, они тонизируют кожу. То
То есть они оказывают такое действие, когда кожа начинает активно дышать, клетки кожи, да, открывается вот это вот дыхательное свойство молекул. И активные ингредиенты кремов, которые используются в дальнейшем, они проникают в самые глубокие слои, что является, кстати, отличительной особенностью кремов Вивасан. То есть получается, что в принципе в каждом геле у нас очищающем содержится двухфазное очищение. Спасибо, спасибо. Вопросик есть, можете ответить? Да, Пожалуйста. конечно. Что делать в межсезонье, если правильно выговорил, если кожа аллергичная? Я уже сказала, что да, кожа проблемная сейчас у многих людей, аллергиков много. Прежде всего, конечно, мы рекомендуем пенку Вивадерм для очищения, потому что она гипоаллергенная и она предназначена в том числе для аллергиков. А если мы говорим о дальнейшем уходе, у нас есть великолепная серия Вивадерм Мед, куда входят средства как для лица, так и для тела, и даже есть крем для кожи вокруг глаз. Там идет и увлажнение, и питание, и защита. И в ряде случаев у нас люди любят использовать масла. Я имею в виду не эфиры, а именно базовые масла. Для аллергиков, пожалуйста, масло жожоба. Оно заменит любой крем, абсолютно любой. И оно является своеобразным лечебным средством в то же время для вот такой аллергичной кожи. Наталья, спасибо. Давайте продолжим, потому что мы об этом будем говорить в дальнейшем. Просто сейчас мы остановились на втором секрете, это тонизирование. Наталья уже сказала, что есть тоник чайного дерева, и у нас очень хорошее средство, которое называется «Секрет безмятежности». Это тоник-лосьон. Он уникальный в каком плане? Он счищает ороговевшие слои клеток. Вы умылись, а он еще дополнительно очищает ороговевших клеток, успокаивает, снимает воспаление и раздражение. Кроме того, в тонике находится пептид, это швейцарские инновационные технологии. Этот пептид 3000-метроксил, его нигде нет, ни в какой косметике еще мира. Запатентован он на 25 лет. Только в компании Вивасан сейчас. И поэтому вот этот 3000-метроксил доставляет вещества и запускает процессы регенерации клеток. Это очень важно, это нигде нет. Поэтому плюс здесь еще гиалуроновая кислота, это увлажняющий эффект очень хороший. И, естественно, вот совокупность вот этих компонентов дает уникальность этому продукту. А про тоник чайного дерева я немножечко хочу тоже сказать. Почему? Потому что он трехфазный продукт. Трехфазный. Что это означает? Очистка, уход и защита. Очищает он замечательно, глубоко. Уход. Почему уход? Потому что в состав входит масло чайного дерева, розалина и лаванда, плюс экстракт гамомилиста. Вот это эффект ухода, то есть можно этим тоником, у кого проблемная кожа, просто пользоваться одним тоником. И защита почему? Потому что сохраняет pH кожи от 4,5 до 5,5, что позволяет всегда коже находиться в нормальном состоянии. Вот эти два уникальных продукта на сегодня, которые мы имеем в арсенале, в нашем арсенале. Ну и, конечно, после тонизирования, все мы знаем, третий секрет, это у нас питание кожи и увлажнение. Вот сейчас я хочу просто, линейка косметических средств компании Вивасан, она огромная. Поэтому мы кусочек сегодня с вами, вас познакомим вот с маленьким таким кусочком косметических средств компании Вивасан. И расскажем коротко, почему это тоже продукты, которые они, во-первых, питают, увлажняют,
вы можете использовать любой продукт из этой линейки. Крем ДНА. Крем ДНА – это крем, в который содержит ДНК зародышей пшеницы. Это уникальная вещь, которая есть на сегодня. Сюда входит также экстракт ирландского мха, масло макадамского ореха. То есть сюда входит гиалуроновая кислота. Самое главное, что этот крем питает, увлажняет и работает 24 часа. Это просто вот кладезь. Следующий крем Супер Мальва. Я немножечко хотела бы вам рассказать. Когда еще были открыты рынки, вот, продовольственные рынки, к нам приходили клиенты, осенью уже, вот в это время, с загорелыми лицами. Уже никуда не поехать, смотришь, они ноябрь, декабрь, оказывается, это продавцы с этих открытых рынков. Ну и, конечно, мы всем им сделали предложение, чтобы они воспользовались этим кремом Супер Мальва. Супер Мальва всем, кто ездит в горы, кто именно находится на солнце, зимой, осенью, замечательная защита от сухости, от обезвоживания, от солнечных лучей. То есть кожа становится шелковистая, красивая. И главное, она именно свежая, она чистая, именно за счет масла мальвы, которое присутствует в этом креме. Это крем Супер Мальва. Конечно, я и хотела бы остановиться еще на креме. Да, кстати, в этом креме Супер Мальва есть еще аскорбиновая кислота, которая является катализатором выработки коллагена. Естественно, вот это вот сочетание дает еще омолаживающий, увлажняющий эффект и снимает шелушение, то есть защищает полностью, особенно для людей, у которых очень-очень сухая кожа. Крем Жожоба. Это просто, ну, сказать, хороший крем я не могу. Это просто великолепный крем, который у нас есть. Почему? Потому что основа основ здесь почти 50-70% масла жожоба. Эти кремы не содержат парабенов, как я уже вам говорила. Здесь, кроме того, находятся природные оксиданты, витамины В и F. Смягчает, питает, увлажняет. Кожа тоже становится защищенная от всех воздействий окружающей среды. И, конечно, Вивадерм. Вивадерм Мед или Вивадерм, который сейчас у нас есть, это гипоаллергенный крем, содержащий еще мочевину. Он тоже относится к категории ламеллярной серии. И, естественно, я немножечко, если кто не знает, что такое ламеллярная серия, это такие ламеллы, которые находятся в креме, они проникают глубоко, и если у вас есть на лице какие-то погрешности на коже, они вот так встраиваются, и кожа ваша становится ровная и здоровая. Это ламеллярная серия. Вот эти кремы, вот серии Vivadерm, они относятся к этой серии. Сюда же входит в этот крем масло ши, пирамиды, сквален входит сюда. То есть это тоже, видите, они все разные, но все они увлажняют, питают, защищают. То есть вот эти вот все кремы мы рекомендуем на сегодня для того, чтобы осень у вас была красивая, как говорится, и настроение было хорошее в этот осенний грустный период времени. Наталья, у вас есть какие-то дополнения? Ну, я немножечко вот хочу о чем поговорить. Не о конкретных кремах, а в принципе мы пойдем уже дальше. Буквально два слова о том, что принципиально нужно делать осенью. Вот если девочки обратили внимание, лето закончилось, и скорее все бегут к косметологу приводить кожу в порядок. Но есть же довольно большая группа, да, женщин, которые не ходят к косметологу.
И что-то аналогичное, только из домашнего ухода, можно делать дома. Мы должны обязательно убирать вот этот роговой слой. То есть летом в жару, когда идет повышенная работа сальных желез, роговой слой кожи, он становится действительно мощным таким, да, плотным. Вот эту всю старую кожу, ее нужно убрать. И в дальнейшем мы расскажем о пилингах, да, которые необходимы именно осенью. Дальше нам коже необходимо большое количество антиоксидантов. Все мы знаем, что это такое, да? Это вещества, которые препятствуют образованию свободных радикалов и препятствуют старению кожи, фотостарению кожи. То есть, когда вы покупаете какое-то средство, обязательно смотрите, чтобы там присутствовали витамины А, витамин С, витамин Е. У нас в нашей продукции они обязательно есть в любом средстве, и они присутствуют в экстрактах растений. И обратите внимание, там, где добавлены эфирные масла, каждое эфирное масло, оно вообще является антиоксидантом. То есть первое, что требуется против старения кожи, а фотостарение – это самый сильный фактор, это наличие антиоксидантов. Вот то, что я хотела дополнить. Спасибо, Наташенька. Спасибо. Теперь мы давайте перейдем к четвертому секрету. Это у нас пилинг, правильно? Пилинг кожи, который нам необходим. Но о пилинге, конечно, мы говорить должны обязательно. Почему? И я хочу сказать, что пилинг, он очищает нас от старых омертвевших клеток. Но пилинг, если присутствуют косметологи на этом эфире, все прекрасно знают. Есть химический пилинг, есть еще с помощью приборов пилинги. Поэтому мы будем говорить сегодня о пилинге в домашних условиях. Он отличается тем, что он менее глубоко проникает, но он более регулярно, то, конечно, мы свою кожу сделаем очень красивой и совершенно, так сказать, красивой и здоровой. И, конечно, нужно соблюдать правильные условия, когда мы будем делать пилинг. Это чистая кожа должна быть, мы ее должны вначале очистить. Затем пилинг приготавливаем, небольшие рецепты, он должен быть на один раз, потому что это натуральные продукты, которые они потом просто пропадают, их нельзя использовать. Кожа должна быть обязательно чистая, без всяких болячек, без всяких прыщиков и ран. Избегать обязательно надо область глаз и губ. Время проведения, конечно, лучше вечер. Почему? Потому что после этого кожа будет отдыхать, и гораздо больше питательных веществ пройдет через все слои, и в это время организм меньше работает, как говорится, и легче будет работать на коже лица. Кроме того, вот эта процедура 5-15 минут, после процедуры мы наносим любой крем, который вам необходим. Я здесь подобрала небольшие рецепты, маленькие. Хотите, воспользуйтесь ими, посмотрите на них. Это молотый кофе, сливки, масло жожоба. Нанести, и пока потом засохнет, мы смываем эту смесь. Потом можно взять сок лимона, апельсина, 1 столовую ложку морской соли, 1 столовую ложку молока, то же самое нанести на 10 минут. И таким образом тоже замечательно будет пилинг. 1 столовая ложка соли, 1 столовая ложка сахара, 1 чайная ложка масла органа, жожоба или авокадо 10 минут. И 1 банан, 3 столовые ложки сахара, несколько капель любимого эфирного масла. Я что хочу сказать, что сейчас дальше я буду говорить о том, что наши эфирные масла надо использовать
И во всех пилингах можно использовать, во всех масках можно использовать. Эфирные масла компании Vivasan, завода Elixan Aromatica, можно использовать на все свидетельства, которые только есть. Это уникальные масла, которыми мы пользуемся. И я, конечно, хотела бы вам, подготовила для вас вот такой материал. Сейчас мы с вами с ним ознакомимся. Это эфирные масла, использующие в пилинге, масках и кремах. Вот, например, хотите, посмотрите, хотите, запишите. Если вы, это общий уход, как мы можем использовать масла? Мы можем их использовать в компрессы, затем в ванны. Мы можем использовать покапельно любое масло в свои кремы, которыми мы пользуемся. Но я хочу сказать, что были такие случаи, когда люди покупали крем за 100 рублей, ну так я грубо буду говорить, и добавляли наше эфирное масло. Вы представляете, что женщина пришла, там одна вода и какие-то вот такие волокна. То есть, если вы добавите эфирное масло, вы всегда будете знать, натуральный продукт это у вас в руках, хороший ли это крем. Все хорошие кремы, они очень легко смешиваются с эфирными маслами, и нет никаких абсолютно вот этих вот отщелкиваний, как мы говорим. При общем уходе используются масла иланг-иланг, герань, нерoli, лаванда, пачули, роза, розовое дерево, жасмин, ладан. Если мы хотим попитать кожу, вот, которые питательные кремы, маски, мы можем добавить масло розы, жожоба, на жожоба и авокадо, жасмин, герань. Если сухая кожа, роза, пачули, герань, иланг-иланг, розовое дерево, нерoli, апельсин. Жирная кожа. При жирной коже, конечно, очень много различных проблем и, кстати, страдают. Но мы поговорим немножечко вот сейчас попозже о том, что обязательно надо заниматься внутренним состоянием своего организма, потому что вы сами понимаете, что любой крем, он будет работать, если у вас нормальная система внутри. Поэтому вот жирная кожа, лимон, роза, можжевеловое масло, мелисса, мелисса лимонная, герань, иланг-иланг, пачули. Вот зрелая кожа требует более серьезного внимания. Сюда такие масла, как роза, лимон, герань, нерoli, ладан, розовое дерево, лаванда, можжевеловое. То есть спектр масел огромный, но самое главное, правильно употреблять их и всегда используйте, когда вы делаете маски, пилинги, когда вы делаете, когда используете свои кремы. Но при воспаленной коже вы можете сами увидеть, это герань, шалфей, жасмин, лаванда, масло чайного дерева, розовое дерево. И, конечно, если очень такая ороговевшая кожа, это масло гвоздики. Ну и, Наталья, вот здесь вы что-то дополните? Да, можно я хотела бы дополнить? Да, там я увидела, появился вопрос, да, при комбинированной коже, какой пилинг сделать, да? Но, опять же, комбинированная кожа, мы смотрим и возрастные такие моменты, но в среднем я могу сказать, что в пилинге в этом он не должен быть жирным, да, он должен быть более или менее нейтральным, то есть сливки там никакие мы не используем. Скорее всего, я бы предложила все-таки масло жожоба взять за основу, как нейтральное, и можно молоко, либо можно желток, скажем, да, вот, но это желток, это больше для маски уже, конечно, вот, а так можно использовать именно молочко. И добавить мелкую соль, мелкую, вот, как бы в качестве отшелушивающих компонентов, либо вы можете перемолоть, но это вот чисто домашние рецепты, перемолоть овсяные хлопья. И из масел подойдут лаванда, лимон, розовое дерево или апельсин.
То есть достаточно вообще одно или в крайнем случае 2 масла, буквально по капельке, по 2 капельки. Смотрите, как воспринимает кожа. И пилинг этот, он должен быть щадящим. То есть никаких грубых вот таких отшелушивающих частиц. Я как бы предпочитаю для лица, для шеи что-то более мягкое использовать, а вот для тела там уже да. Там может быть и грубый сахарный скраб такой, и можно туда добавлять кофе, да, вот спитый кофе этот молотый. Это уже более такой, более жесткий пилинг для кожи тела, она там погрубее. И то область груди нужно избегать. И еще вот такой момент я хочу сказать, что на самом деле такой пилинг для лица можно и нужно использовать для кожи губ, потому что она у нас очень нежная, она очень быстро стареет, и стареет кожа вокруг нее. И когда мы делаем такой пилинг и добавляем масла, как базовое масло, так можно жожоба, авокадо, пожалуйста, и, скажем, масло мелиссы для губ великолепно работает, вы сами заметите, что через несколько процедур кожа будет меняться. И вот такой момент, если мы умываем, очищаем, тонизируем, питаем, увлажняем ежедневно 2 раза в день, то пилинги все-таки делаются, ну, наверное, 2 раза в неделю, не чаще мы рекомендуем. Все, у меня Еще тут вопросик, можете ответить? Конечно, да. Да, какой? Дайте, пожалуйста, рецептик, а то пользуюсь просто льдом по утрам. Это, видимо, женщина писала. Да, льдом. Льдом это замечательно вообще, это великолепно, но будьте осторожны, если кожа склонная к куперозу. Кстати, после солнца, кто не знает, людям с куперозом на солнце вообще категорически нельзя. Вот жара, даже если не вылезать на солнце, но очень жарко, и днем человек находится на улице, могут появиться осложнения серьезные, потом тяжело убирать. Так, ну, лед мы делаем, уже я говорила до этого, у нас были эфиры, мы берем водичку чистую, можно минеральную, можно просто очищенную, добавляем туда сливки и молочные сливки, да, и несколько капель эфирных масел. Ну, допустим, у нас стакан воды, да, это ну, где-то 250 мл воды, туда можно добавить где-то 50 мл сливок, и от 5 до, как бы, если кожа хорошо переносит, можно и 8-10 капель в сумме эфирных масел. Но старайтесь сложные не делать композиции, потому что, ну, может, у людей еще кожа к этому не привыкла и так далее. Мы-то уже очень давно всем этим пользуемся, поэтому как бы наш организм нормально это воспринимает. А так можно и с одним маслом прекрасно обойтись. Используйте масло фенхеля, оно убирает отеки. Вот, но оно довольно резкое такое, то есть 1 капелька буквально, вот если для лица, вот в такой лед. Вы сделали эту смесь, заморозили, и, пожалуйста, утром вы протираете. Это, кстати, тоже одно из средств тонизирования кожи. Но потом вы, когда протерли этим таким кубиком, вы должны немножко подождать несколько минут, ну, буквально там, может быть, 3 минуты, может, чуть больше. Оно все впитывается, и потом вы очищаете то, что осталось. Убираете и наносите крем. Наталья, благодарю. Еще вопросик. Вот на область шеи и декольте что лучше наносить? Это тоже. Ой, вот замечательный вопрос, потому что все, что мы говорим, оно относится не только к лицу, а то люди считают, что так, от подбородка до линии волос. Все остальное, оно само по себе живет, существует, увлажняется и молодеет, наверное, с каждым годом. Ну, недаром говорят, что шея, декольте, так же, как и руки, это паспорт женщины, да. Здесь кожа очень тонкая, декольте вообще очень тонкая кожа.
и шея тоже быстро стареет. Поэтому все, что для лица мы используем, все абсолютно то же самое для шеи, декольте. Единственное, что учитывайте, когда вы наносите вот на лицо, все, что вы наносите, нужно наносить по массажным линиям, да, то есть вот, я не знаю, меня сейчас, если видно, то есть вот отсюда, да, и пошли вверх, пошли вверх. Если это лоб, здесь идет вот так вот, от середины лба к вискам, и если это вокруг глаз, то по вот надбровной, да, вот эта вот часть идет от переносицы к вискам, и от виска внизу идет к переносице. Вот по таким линиям, и не тереть, а аккуратненько, можно даже вбивающими движениями. Все, что касается шеи, значит, у нас люди знают, что нужно вот так вот вверх наносить. Но не совсем верно это. То есть можно нанести, да, и похлопывающими движениями вот так вот вбить, да, какое-то средство. Но если вы не хотите, чтобы у вас были отеки, то вам нужно делать поглаживание шеи, вот нанеся, допустим, тот же тоник, лосьон, допустим, или крем, или молочко какое-то, легкими поглаживающими движениями с двух сторон сверху вниз, потому что вы сгоняете лимфу вот сюда, вот в эти надключичные зоны. Самые крупные лимфоузлы здесь находятся. Иначе у вас будут отеки, то есть вы, наоборот, эту лимфу всю вверх поднимете. Спасибо большое. Наташа, сейчас я хотела бы еще немножечко рассказать, что обязательно нужно сейчас, в это время и вообще всегда делать маски для лица. Но сейчас самое очень хорошее время. Маски бывают разные. Они бывают питательные, отбеливающие, увлажняющие. Здесь вы видите рецепты небольшие. Масок я их не буду зачитывать, но сейчас можно использовать и арбуз, и дыню, и огурцы, и помидоры. Весной мы можем всевозможные, мы можем использовать как весной овощи и фрукты, допустим, мы можем использовать сметану, желток и так далее. То есть вы можете композиции делать самостоятельно, те, которые вам необходимы. Но маски обязательно очень хорошо делать их после пилинга. Очень хорошо после любой очистки сделать маску и нанести ее на лицо. Во-первых, это очень хорошо расслабляет мышцы, питает, отдыхает кожа. И вы сами вместе с этими масками еще включите, если аромадиффузор, хорошую музыку, это абсолютно будет хорошее релаксирующее состояние. Дальше я хотела бы показать нашу косметическую декоративную линейку. Лидия, можно прервать? Можно прервать, да, на минуточку? Да. Я знаю, что, как бы, да, любят девочки домашний уход, особенно имея в нашем арсенале масла, это доставляет колоссальное удовольствие. Я сейчас хочу дать вот рецепт небольшой маски Клеопатры, если кому-то интересно, можно записать. Девочки, значит, в разных магазинах вы найдете и в аптеках есть глина, да, такая вот, она бывает белая, бывает розовая там и так далее, любая. 4, ну, по типу кожи там можно подсчитать. Значит, маска Клеопатры, 4 столовые ложки глины, 1 столовая ложка базового масла, либо жожоба, либо авокадо, либо органа, 3 капли масла жасмина и 3 капли масла пачули. Вот у кого есть масло жасмина, это очень редкое, безумно дорогое масло, можете использовать, здесь всего 3 капельки идет. Ингредиенты смешиваются и наносятся на чистое лицо на 20 минут. Когда вы делаете маску, желательно полежать. То есть не то, что не наклонять лицо, даже не ходить вертикально, а полежать. И затем обильно через 20 минут смываете теплой водой, а после маски наносите крем по типу кожи. Вот, и второй рецепт я хочу вот вам дать. Если кожа после лета сухая, склонная к шелушению, может быть даже с воспалениями, на 2 столовые ложки базового масла, авокадо, жожоба или органа, вы всего-навсего добавляете 2 капли масла апельсина. Дальше вы пропитываете вот этой масляной смесью салфеточки
и накладываете на проблемные участки кожи. Ну, чаще всего это вот зона щек, скул, на 15, а то и 30 минут. Вот. И делаете вы это 1-2 раза в день, до 5 процедур. У вас все воспаление пройдет. То есть, значит, грубо говоря, 2-3 дня, и у вас все воспаление проходит. Вот. А если кожа у вас стареющая или утомленная, то на 1-2 столовые ложки базового масла, также вот базовые масла наши, вы берете 1-2 капли пачули или масло иланг-иланг, или масло жасмин. Точно так же салфетки пропитываете, накладываете на проблемные участки кожи на 15-30 минут. И также 1-2 раза в день, и также 3-5 процедур всего. Кожа вообще приобретает совершенно другой вид. Это вот скорая помощь для кожи. У меня все. Спасибо. Замечательно. И, конечно, о макияже, который мы используем ежедневно. А в осенний период времени, конечно, нужно использовать макияж, содержащий вот эти средства декоративные, больше масел, воска. Например, помада должна быть питательной, с воском. Допустим, тональники, которые представлены, я хочу сказать, что все, что находится вот сейчас у вас перед экраном, вот это все обладает этими свойствами. То есть очень много здесь различных масел. На основе этих масел сделаны и тушь, и помады, и наши тоники, они плотные, которые, вот пудра-тоник, замечательные. Затем здесь у нас представлены тени. Тени тоже содержат только натуральные такие ингредиенты, ну, конечно, смесь с химическими небольшими ингредиентами, но они вся косметика декоративная у нас гипоаллергенная, абсолютно гипоаллергенна. Поэтому вы можете использовать ее. Затем мы хотели поговорить еще, последнее, это, конечно, секрет последний, это правильное питание. Я, конечно... Вопросик можно, пока не убежали? Да. Пожалуйста. Так, сейчас. Крем антикупероз можно использовать в зимнее время? И вот не успели записать рецепты маски, я так понял, маску Клеопатра. Можно как-то повторить. И, Наталья, Да. в маленьком окошке, просто демонстрация экрана, Сейчас, Наталья, все, что вы показывали, да, как наносить, там, наверное, люди тоже не увидели. Ага, хорошо. Значит, крем антикуперозный, им пользуются в любое время года. Наносится он, в общем-то, рекомендуется не на все лицо, а именно на проблемные участки. Вот, это вот такие рекомендации. Потому что купероз у нас проявляется в определенных зонах. Маска Клеопатры. 4 столовые ложки глины, подбираете глину по своему типу лица. 1 столовая ложка базового масла, у нас их 3, любое. 3 капли жасмина плюс 3 капли пачули. Все это смешивается в однородную массу, наносится на чистое лицо, избегая области глаз и губ, на 20 минут. Лежать нужно. Затем обильно смывается теплой водой. После маски наносится крем по типу кожи. И еще какой был там вопрос? Как правильно, по каким линиям? Значит, смотрите. Когда вы очищаете лицо любым средством, умываетесь, допустим, вы можете даже легкий массаж лица сделать, мыльный массаж лица так называется, по массажным линиям. По лицу это идет все, начиная с подбородка и нижней челюсти, это все идет снизу вверх. Вот так вот, да, от рта к ушам и так далее, выше, выше, выше. Доходим до области вокруг глаз. Вокруг глаз мы даже смываем, когда мы смываем по определенным линиям. То есть, если это нижняя зона идет, во-первых, веко мы не трогаем подвижное, ни верхнее, ни нижнее, никогда.
Никогда мы кремы наносим, никогда мы, ну, то есть вообще, да, минимально травмируем. Значит, если мы что-то наносим, то это по нижней части идет, по косточке, которая вот под глазом идет, да, косточка, отступив, значит, ну сколько там, 1,5, там, может, 2 сантиметра будет это от глаза вниз. Мы идем от виска в сторону переносицы. Потому что если вы будете в обратную сторону, вы себе заработаете морщины. А вот верхняя часть у нас идет практически по брови, да, ну, под бровью вот сразу, да, по косточке тоже. То есть там на обратное движение идет линия от переносицы к вискам. Вот так по кругу получается. Сверху мы идем от переносицы к виску, и дальше идем от виска к переносице. Лоб у нас... повторили рецепт да. Клеопатры? Да, повторили. Вот, и лоб, это у нас от переносицы идет к вискам. Вот такие линии. Это касается и очищения, это касается и тоников, лосьонов, да, которыми мы пользуемся, то есть только по массажным линиям. Тогда вы не заработаете себе морщины, тогда вы будете приучать свои мышцы работать так, как надо. Что касается шеи и декольте, наносим все и очищаем все точно так же, как лицо. То есть от лица ничем не отличается эта зона. Она требует такого же, ну, тщательного ухода, да, и вот как бы всем самым лучшим, что есть в ассортименте. Здесь по декольте особых линий там, ну, как бы можно, да, вот так вот снизу вверх сюда к лимфе, вот, к лимфоузлам надключичным, вот такими движениями. А шею, конечно, все-таки боковые поверхности шеи, то есть, ну вот не средняя часть, а вот тут вот боковые, да, передние боковые, у вас руки должны не давящими движениями, а поглаживающими сверху вниз, опять же к надключичным лимфоузлам. А среднюю часть, да, вы можете снизу вверх вот так вот, да, такими легкими похлопывающими под подбородком. Потом вы можете просто вот под челюстью вот пройтись вот такими похлопывающими движениями. Вроде все. Скажите, а вот этот рецепт, он подходит для любого типа кожи? Видимо, вопрос о маске Клеопатры. Ну, в принципе, смотрите, если мы берем масло жожоба, оно вообще универсальное даже для аллергичной кожи. Это раз, да. Наши масла, жасмина и пачули, но пачули дает подтяжку, лифтинг, это общеизвестно. Жасмин – это антивозрастное масло. То есть, в принципе, это маска уже для зрелой кожи. Это может быть от 35 плюс. Если, да, для сухой, шелушащейся, там, воспаленной кожи я давала другую маску, дряблая, утомленная я давала. Но если проблемная кожа, берите базовое масло, также жожоба, добавляйте чайное дерево 1-2 капли и лаванду 1-2 капли. Все смешиваете и делаете аппликации на 15-20 минут, либо просто промазываете, вот, и, конечно, это делается 1-2 раза в день, до тех пор, пока не уйдет проблема. Спасибо большое. Игорь, можно нам продолжать уже, да? Ну и, конечно, серпирет – это правильное питание. Питание, конечно, это очень важный фактор, как мы питаемся вовремя. Самое главное, надо пить больше воды. Хотим иметь красивую кожу, пить воду. Сейчас очень тяжело пить воду. Можно зеленый чай, но все равно помнить, что 30 мл на килограмм веса. Можно, но не минимум это должно быть 1,5 литра воды в день. Конечно, обязательно занятия физическими упражнениями, спортом, ходьба. То есть это должно быть обязательно. Обязательно гулять больше на свежем воздухе. То есть вот эти факторы, они очень важные факторы. И с ними не считаться нельзя. И, конечно, я порекомендовала сейчас, Наталью я попрошу, она расскажет о том, какими
нашими продуктами мы в первую очередь должны пользоваться в осенний период времени. Пожалуйста, Наталья. Я не займу много времени, в принципе, уже длительный эфир, наверное, тяжело слушать, но я хочу сказать, что вот по мнению одного из ведущих врачей-косметологов США, доктора Мюрада, внутреннее питание, то есть нутрицептика, имеет колоссальное значение для сохранения здоровья и красоты кожи. Почему? Потому что только снаружи использовать какие-то средства, которые содержат те же самые витамины, антиоксиданты и так далее, этого мало, потому что кожа питается сосудами изнутри, и если у нас что-то не в порядке изнутри, это все будет отражаться на коже, чтоб мы там в каком бы количестве на нее не намазывали. Опять же, естественно, увлажнение, естественно, вода, как уже сказала Лидия, и обязательно применение антиоксидантов, то есть витамины А, С и Е обязательно должны быть в нашем рационе. Мы говорим о том, что БАДы – это суперконцентраты, да, полезных веществ, поэтому мы рекомендуем, конечно, чернику, которая содержит все, что необходимо, и, кстати, сильнейший антиоксидант. Мы рекомендуем красную ягоду, которая содержит дополнительно витамины А, С и Е, все антиоксиданты, да, и помогает нашей иммунной системе, но здесь вы эти антиоксиданты изнутри получаете. Если вы обратите внимание, я уже говорила, в кремах тоже содержатся эти витамины. Очень важна очистка организма и крови, то есть здесь мы используем, естественно, экстракт артишока. Особенно осенью это актуально у нас, да, ну, в принципе, его всегда полезно пить, но осенью особенно, потому что эта работа идет с хроническими какими-то проблемами, и желудочно-кишечный тракт, он номер один на повестке дня. Мы используем экстракт бузины. Если кто-то не знает, значит, это не только противовоспалительное, там, отхаркивающее, жаропонижающее средство и для почек. Это еще и средство, которое улучшает, да, качество лимфы. А лимфа у нас имеет колоссальное значение для организма, потому что в лимфе скапливаются все утилизированные продукты, да, продукты распада и так далее. То есть это как мусоросборник такой, понимаете? И лимфа напрямую ответственна еще за иммунную систему. Вот, то есть бузина необходима. Она же, кстати, и отеки убирает. Что еще? Обязательно мы используем омеги. Для взрослых это омега-3 форте и молодость навсегда, масло энотеры, да, тоже содержит омегу и витамин Е. Кто пьет, сразу очень быстро замечают, как кожа улучшается. Улучшается кожа, когда мы пьем масло граната, когда мы пьем глюкохон форте, да, глюкозамин хондроитин, когда мы принимаем коэнзим Q10, не зря называют витамином молодости, коэнзим Q10, то есть он отражается как на состоянии всех наших систем организма, и еще антиоксидантом сам же является, и все это отражается на коже. И те, кто пьют его регулярно, они это отмечают. То есть даже в очень почтенном возрасте кожа сохраняет вот хороший тургор. Гранат. Я что хочу сказать про гранат. Вот тот же самый доктор Мюрад особое внимание уделяет этому продукту. Пускай это будет экстракт какой-то жидкий, или вот как у нас суперконцентрат в капсулах. Сильнейший антиоксидант. Где он у нас содержится? Он у нас в довольно большом количестве содержится в биофоскине. Вот, пожалуйста, то, что у нас нужно для, скажем, сохранения молодости кожи. Наталья, Сейчас. Смотрите, флоромакс и куркумин, да, то же самое состояние желудочно-кишечного тракта. То есть вы можете сразу взять комплексом артишок, флоромакс и куркумин. Ацерола, витамин С в наивысшей концентрации. Сейчас осенью особо актуально и для здоровья, и, пожалуйста, вы будете видеть, как кожа
скажем так, плотность ее улучшается, потому что, вот Лидия уже говорила, витамин С способствует синтезу коллагена. Антиоксидантом является наш витаминный комплекс «Бодрость на весь день», потому что здесь полный комплекс витаминов основных, макро-микроэлементов и минералов. Везде идет практически 100% усвоение. Антиоксидантом является зеленый чай. Еще раньше нам врачи настоятельно рекомендовали принимать его осенью именно, после активного лета, активного ультрафиолета. И, конечно, фитоэстрогены, гормонозаместительная фитотерапия для женщин, это фито-40, это то же самое масло граната в капсулах, это жидкая форма изофлавоны сои, потому что с возрастом это становится наиболее актуально. Здесь соевый белок, который просто необходим, да, для женщин, особенно в период после 40 лет. Собственно говоря, мужчинам тоже это назначается, рекомендуется. Вот. Для нормализации гормональных процессов в организме. И одним из следствий, как бы, да, вот гормональных нарушений является ухудшение качества кожи и слизистых. Вот эти продукты справляются прекрасно с этой проблемой. Ну, в общем-то, наверное, в основном все. Наверное, все, да. Спасибо большое. Если вопросы какие-то есть, мы ответим. Я думаю, вообще эфир был нормальный. В общем-то, все пункты, как бы, да, осеннего ухода за кожей и нутрицептика, все мы осветили, а теперь вот ждем под занавес вопросы. Есть вопросы? Ой, сори. Ольга Васильевна, где вы у нас, Ольга В Васильевна? социальных сетях вопросов больше нет. Ага, понятно. Жаль, конечно, что когда вы показывали, вот как массировать лицо, все-таки был маленький экран. Сейчас я отключил демонстрацию. И, конечно, можно, на бис еще раз показать. Ну, ладно. Если захотят, пускай напишут где-то в чате, в соцсетях. Нужно повторить? Я повторю. У меня даже есть скребок гуаша с собой. Давайте, повторяйте, если еще и скребок есть. Да, сейчас я достану тогда. Хорошо. Мы как раз будем повторять тоже. Да. За тобой. А у кого скребков нет, ложками скребтись? В принципе, много есть видов массажа, можно в интернете посмотреть. Да, есть массаж ложками великолепный, это они охлаждаются в морозилке, да. Но эти техники все нужно осваивать. Вот, и есть вот такие скребочки, да, восточные гуаша они называются, они делаются из натуральных камней, но это как бы общеизвестные восточные методики, и считается, что натуральные камни, они обладают своими лечебными свойствами, потому что там как бы особая своя восточная медицина, да, и косметология, она примыкает к этому направлению. Ну, вот у меня здесь скребочек из розового кварца, да, можно разными сторонами им пользоваться, как бы, да, для разных частей лица. Ну, вот я предпочитаю, да, вот использовать вот эту часть вот с вот таким углублением для, скажем, вот разглаживания вот этих частей. Вот оно идет, да. Можно сильнее надавить, можно послабее надавить, там, кому как нравится, да. Но, в принципе, массаж должен быть довольно интенсивный. Во время массажа кожа должна покраснеть, то есть должно кровообращение улучшится. Не бойтесь, вы ее не растянете, потому что вы работаете с глубокими слоями кожи. И вот массажные линии, как бы дальше вы уже идете, вот они идут. То есть если от уголка рта, то оно пойдет вот сюда, где-то к середине уха. Вот, и чуть выше даже, вот сюда пойдет, вот так вот, вот таким образом. Вот это основная часть, и она вызывает как бы очень много вопросов всегда. То есть ее массировать всегда интенсивно надо. Потом, значит, что еще есть? У нас зажимы вот здесь, да, подбородок.
В основном у нас лицо нужно снять спастику. То есть нам кажется, что мы наоборот должны протонизировать, да, там и гимнастиками какими-то мышцы свои лицевые привести вот в такое состояние, как, не знаю, кулачки какие-то, да, вот должны. На самом деле наоборот, у нас много очень таких, ну, грубо говоря, узлов подкожных, мышечных, мы их должны расслабить. Поэтому, что касается подбородка, вот так вот 2 пальчика ставим, вот так вот, без гуаша. И вот этими косточками вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот делаем. Вот, это займет несколько минут. Вообще массаж лица, ну, по-хорошему, это где-то минут 20. Вот, и также мы идем просто, конечно, чем пальцами, вот лучше вот этими скребочками. И вот вверх, вот таким образом вверх мы поднимаемся. Вот эту зону мы не трогаем, не трогаем. И если мы работаем здесь, то мы работаем совсем мягко. Если здесь жестко у нас идет, жесткий массаж, то вот здесь совсем-совсем мягко. Можете пальчиками, можете, да, пальцами. Вот, можно даже использовать здесь, комбинировать точечный массаж, ну, где-то на 8 он делается. То есть вот так вот 8, вот по этим точкам, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Потом берется вот эта средняя точка брови, тоже 8. Потом угол брови, опять 8. Ну, можно еще височные, но можно без них. Потом вот здесь угол глаза, это тоже 8. Потом вот этот внутренний, где у нас слезная железа, только сильно не давите, тоже 8. Отеки уходят. Вот эта точка, косточка, где, да, средняя, вот на брови была, и вот здесь прямо тоже 8. И вот скуловая кость, вот прям, ну, как бы на нее, под нее, вот сюда, нижняя ее часть, тоже 8. Потом точки еще, вот эти. Это по существу массаж молодости. Вот, значит, крылья носа, вот тоже 8. Очень хорошая вот эта точка, кстати, и за иммунитет отвечает, между носом и губой, тоже 8. И вот эти точки под углами губ, как бы, да, под краями губ, вот они, тоже 8. То есть вы можете сочетать, как бы, да, разные техники, кому что нравится. В определенных зонах это вот скребок гуаша. Кстати, лоб очень хорошо, но лоб мы берем гладкой стороной. Вот так вот прямо интенсивный массаж. Вы можете по отдельным зонам точечный, пожалуйста, включайте. Это все делается на чистое лицо. Руки, конечно, должны быть идеально чистые. Вот. И очень хорошо это делать на маслах. Особенно из наших масел мне нравится либо органа, ну, я делаю с эфирами, либо авокадо. По авокадо скользит хорошо, как бы, да. И там хорошие у нас содержатся и антиоксиданты, и, кстати, омеги в авокадо. Но берете совсем чуть-чуть. Все масла впитываются, они не оставляют жирной пленки. Ну, вот таким образом, после того, как вы сделали этот массаж, если он масляный, допустим, то вы можете крем даже не наносить вообще. Еще что, вечерний уход, он делается где-то, ну, минимум за 2 часа до сна. Иначе вы только навредите своей коже. Вот, утром вы встанете, у вас вид будет не очень хороший. Поэтому 2, а то и 3 часа до сна вот эти вещи делать. Если вы делаете это как мыльный массаж, по пенке Вивадерм, допустим, или по какому-то гелю нашему, то тогда, конечно, вы потом это все смываете. Вот. Я, знаете, о чем подумала, Игорь, да. Наташа, я подумала вот о чем. Все, что вы сегодня рассказали, ну, даже если это смотреть просто постоянно, вот эту запись, уже можно много чему научиться. Но вот что касается массажа, вот я подумала, хорошо бы сделать такой марафон хотя бы 10-дневный. Ну, какие-то условия придумать, не знаю. И чтобы каждое утро мы подключались к тебе и вместе с тобой делали этот массаж. Ну, про вечер я уж и не говорю дальше. Ну, идея, конечно, великолепная, но я не специалист по массажу, я, в общем-то, дилетант.
Понимаете? То есть, наверное, я тоже какие-то ошибки могу там допускать и так далее. Вот, в принципе, можно, если кто-то озадачится, найти это все в интернете, так же, как искала это я или спрашивала у своих коллег, у Юлечки нашей замечательной, которая все это очень любит. Вот, поэтому ну, я не знаю, честно говоря, это, наверное, Ну, мы может знаем, быть... что у тебя есть великолепный косметолог в Дагестане, Да, да, Зумруд, которая вообще могла бы поделиться, наверное, если бы захотела с нами, и точками массажа, и многим чем другим. ну, давайте мы обсудим тогда этот вопрос в дальнейшем, да, я пока не соображу, как это сделать. Там еще сидела сегодня Наталья Жеребкова, у которой вообще-то море всяких разных рекомендаций и советов. Вот, и в следующий раз мы, наверное, позовем еще и Наталью. Замечательно. Финальный вопрос можно от хорошего человека? Я обещал, что озвучу. Давайте. Да. У нас Крема разделяются на увлажняющие или питательные? Я не совсем понимаю, что это, но вы, надеюсь, сейчас грамотно ответите. Это вопрос или утверждение? Это вопрос. Крема разделяются на увлажняющие или питательные? Можно ответить? Да, конечно. Значит, смотрите, есть действительно как бы кремы, которые позиционируются чисто как увлажняющие и чисто как питательные. Я имею в виду не Вивасан, я имею в виду вообще. Вот, если зайти в магазин, там в какой-нибудь, да, и посмотреть, в принципе, там может быть даже вот какие-то таблички такие, да, и там будет написано увлажняющий там крем или питательный крем. Что касается кремов Вивасан, то они практически все содержат в себе и те, и другие компоненты. То есть, но, может быть, какие-то кремы будут чуть более увлажняющие, а какие-то кремы будут более питательными. Но питательные без увлажнения, они однозначно не будут. Вот вообще никогда, ни при каких условиях. Я имею в виду наш ассортимент. Потому что увлажнение, оно должно присутствовать в любом случае, и человек не будет пользоваться одномоментно там 10 кремами, и таким, и сяким. Нет, оно все должно быть в одной упаковке. Вот так. Да. Ну что, дорогие мои, Наташа что-то пишет. Прочитайте, Игорь. Наташа Жеребцова. Уточняющий вопрос. Можно? А где пишет Наташа? Я не вижу, я уже закрыл. Не знаю. Уже я потеряла. Какой вы пилинг посоветуете? Можно ли сделать пилинг в домашних условиях? Давали уже рецепты. Да, уже это давали старый вопрос. рецепты. Вот что-то Наташа, а где? Она в скайпе почему-то пишет нам. Она в скайпе пишет. Ну, я понимаю, что в скайпе виднее, но я не вижу скайпа. Ну, понятно. Жанетта, ты хотела задать какой-то вопрос? Да, я все-таки, Наталья, хотела уточнить. Вы считаете, ваше мнение, что вот это разделение на питательное и увлажняющее, это просто маркетинг ход? Да, по большому счету, да. Ну, смотри, Наташа, у меня такой вопрос. Вот у нас есть, допустим, крем такой розовый, с розами. Да, это крем, ну, как бы считается легкий увлажняющий. Подождите, есть, какой, я не поняла, какой крем? У меня такой вопрос. Есть более увлажняющие и более питательные. Да, то есть в любом креме будет и то, и другое, правильно? Да, в любом креме будут как увлажняющие компоненты, так и питательные, просто в разных пропорциях. Понятно, но если у нас зима, то мы должны брать более питательный крем. И все Конечно. Более плотные кремы с защитой от ветра, от холода. Да, конечно. А можно еще вопрос? Да. Скажите, а есть ли у вас такая услуга в компании, когда, вот, например, женщина приходит, консультант, и он может ей расписать уход, например, на зимний сезон, на летний сезон, исходя из ее индивидуальных особенностей? Есть у вас такая? Ну, если
Если потребитель, клиент обращается к специалисту, который имеет достаточный опыт работы и хорошо знает продукцию, и тогда да, но нужно, конечно, посмотреть, какой тип кожи у клиента, задать какие-то определенные вопросы, да, по поводу, там, может быть, ну, аллергических каких-то реакций на всякий случай, да, потому что у нас есть определенная сетка для таких, сетка продуктов для таких клиентов. Вот, обязательно спросить по поводу там здоровья, воды, там приема, еще какие-то вопросы. То есть собрать анамнез, как говорится, да, вот как врач. Наташа, тут, наверное, просто вопрос. Если, предположим, кто-то из наших слушателей, зрителей сегодняшних заинтересуется и захочет вот, получить рекомендацию, да, в этом вопрос. Можно будет проконсультироваться у вас по скайпу, а потом просто через интернет заказать продукцию. Вот. Да, конечно, конечно. Можно по скайпу, можно через соцсети, можно меня найти там в Одноклассниках, в Инстаграме. Ну, Спасибо. да, конечно, конечно. Ну что, дорогие мои, сегодня у нас такой эфир животрепещущий, потому что все мы достаточно понимаем важность вот того, о чем мы сегодня говорили. Часто мы ленимся, и все зависит от того, действительно, как мы ухаживаем за собой, и хотя бы несколько правильных движений, чтобы приучить себя вот к этим правильным рекомендациям. Спасибо огромное, Лидия Шунина и Наталья Овешникова. Конечно, это просто кладезь того, что вы знаете, и как вы рассказываете, и как вы делитесь. И я думаю, что нашим зрителям будет интересно еще и индивидуальные какие-то вещи, хотя можно посмотреть снова этот эфир. И, дорогие мои, пишите, звоните, подписывайтесь на наши новости и пишите, что было бы вам интересно послушать в наших прямых эфирах в будущем. Спасибо всем огромное, спасибо за ваши вопросы, спасибо за ваше внимание и за поддержку. Спасибо большое, оставайтесь здоровы, красивы и благополучны.